Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же на пороге? Блондинка или брюнетка? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, ребят, вот как-то мне не очень нравится то, что я вижу. Вот да, начало расклада, а уже я так прям за вас запереживала, если честно. Потому что мне сразу показывает, что, опять же, у кого-то проиграется, что сейчас вот у вас есть женщина, которая либо сама владеет магией, либо же ходит к кому-то, кто владеет ею, да. У кого-то может проиграться, что это бывшая женщина, которая тоже либо сама творила всякие нехорошие магические штуки, либо же она куда-то ходила. Поэтому я в очередной раз говорю, ребят, если вы по себе чувствуете, либо же черная полоса началась, либо же какое-то непонятное состояние, либо же вы там, ну я не знаю, не можете устроиться на работу, ну все что угодно может быть, да, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот лучше сделать диагностику, потому что на ком-то из вас однозначно вот может быть магия. Вот как-то не очень хорошее такое начало, но тем не менее, ребят, я не могла вас не предупредить. Женщина могла кому-то из вас сделать, ну, такой, знаете, прощальный, неприятный подарок. Вот в виде порчи, какой-то другого вида магии. Но, опять же, это мы смотрим только на личном раскладе. Поэтому всегда, пожалуйста, ну, как-то вот запомните этот момент, да, и сделайте анализ своей жизни все-таки. Смотрите, мне показывают, что кто-то из вас однозначно начал новый жизненный этап. Мы не будем углубляться, да, в эти ваши прежние отношения. Кто-то начал новую жизнь с чистого листа. Даже кто-то из вас был однозначно вот в роли отшельника, да, когда ничего не хотелось, ничего не хочу, ничего не буду. Но потом вы вошли как будто вот, знаете, вот, ну как это назвать, в кайф, что ли, начали кайфовать от того, что вам никто не выносит мозг, нет вот этой птички мозгоклюйки рядом, хотя переживали вы тоже «будь здоров». Вы человек, который, ну вот по жизни, вы знаете, вы помимо того, что вы справедливый, вы пунктуальный, и опять-таки у нас показывает, что вы человек, которому достаточно, в общем-то, одной женщины. Вы не будете распаляться. Сегодня Маша, завтра Даша, там послезавтра Глаша и так далее. Вот вы настолько однолюб, да, вы можете даже это скрывать. Вот иногда бывает в мужских компаниях, ну, это я насколько знаю по рассказам мужчин самих, некоторые мужчины любят, ну, даже так немножко приврать, да, сказать, что вот, да я весь такой, у меня было много женщин, хотя на самом деле там раз-два и обчелся. Может даже у кого-то из вас проиграться ситуация, что вы даже своим друзьям как-то вот, ну не то чтобы стесняетесь, но как-то вот, ну неловко вам сказать, что вы, может быть, имели не так много партнерш, да, потому что, ну как-то вы будете выглядеть как, ну, белая ворона, да, вот вы не такой, как все. Вот, к сожалению, почему-то у нас в обществе так принято, что, ну, если было мало женщин, то ты какой-то не такой, да, ну, хотя это неправильно, это наоборот, это, в принципе, это здорово, когда человек такой однолюб. Вы человек, который, в общем-то, ну, я бы сказала, не особо и простой. Вы здорово владеете многими вещами. У кого-то это может проиграться, что вы имеете несколько образований. У кого-то может проиграться, что вы мастер на все руки, ну такой умелец. Кстати, у кого-то еще даже может проиграться, что вы, ну, тем или иным образом как-то связаны с медициной. Ну, опять же, либо вы врач, либо, ну, я не говорю, что это все, да, просто переворачивайте под себя то, что вам подходит. Конечно же, помним, что это общий расклад. Кстати, ребят, как всегда, опрос наш, да, чуть не забыла. Напишите мне в комментариях, сколько у вас образований высших. Вот есть у вас, допустим, у кого-то одно, два, три.
Интересно посмотреть, вот сколько вас, у которых много образований. Пишите, не стесняйтесь. То, что у вас были какие-то судебные дела в жизни, это тоже однозначно. У кого-то это развод будет, у кого-то алименты, у кого-то еще какие-то, может быть, дележки, там, наследство. Ну, то есть через суд вы проходили. Так, что еще мне покажут? И знаете, вот вы настолько однолюб, что всегда вот как-то вы привыкли любимой женщине вот даже, ну, подчиняться, да, это не очень красивое слово, может быть, но я это имею в виду в хорошем смысле этого слова, да, что вы становитесь, ну, просто ручным. Вот когда вы любите женщину, вас очень легко укротить, и с вас поэтому очень легко вить веревки. Это в обществе, это на работе, там, с друзьями вы можете быть, конечно, там, тигр, лев, воин, завоеватель. А вот женщиной вы, ну, реально становитесь белый и пушистый. Но опять-таки, только с любимой женщиной. Итак, давайте смотреть, мои хорошие, тоже у вас на пороге. Знаете, еще хотела бы сказать, что вот вы никогда не свяжетесь, вот даже те, кто одинокий, вы никогда не свяжетесь с лишь бы какой женщиной. Для вас важно и внешность, и ухоженность, и аккуратность, да, и вообще вот что она собой представляет в целом, да. Потому что с женщиной, ну, как говорится, не только вот ты можешь поглазеть, да, какая она красивая, с ней хочется иногда и пообщаться, и поговорить. То есть для вас важно и образование, да, чтобы можно было обсудить какие-то вещи, поспорить, может быть, иногда, да, ну, то есть вот эти вот моменты для вас не чужды. Естественно, с какой-то такой, я даже не знаю, каким словом назвать, да, ну, с девочкой с трассы, с дороги, да, простите за мой французский, ну, вы вряд ли свяжетесь, конечно, потому что, ну, это не ваш уровень. Абсолютно не ваш, плюс есть момент брезгливости. Так, кто же у нас на пороге? Смотрите, а на пороге у вас, ребят, новый жизненный этап, новая женщина в вашей жизни. Причем я вам скажу, что те из вас, кто переживали тяжелые разводы, кто переживал вообще непростые отношения с женщинами, ну как бы вы уже видите, ну, насквозь любую женщину. Напишите, ребят, кстати, тоже. Вот вы видите насквозь, вы можете вот сразу просто так на раз-два, да, между строк прочитать, чем дышит женщина. Вот когда знакомитесь, правда ведь? Поэтому довольно сложно вам вот начать какие-то отношения. Я не могу сказать, что вы даже очень стремитесь вот в новую семью, в новую любовь, да, потому что у кого-то проиграется, что еще рано не зажили, да, хоть вы и семейный, хоть вам бы, да, где-то там глубоко, вам бы хотелось, конечно, но в общем и в целом вы пока что особо не стремитесь. Кто-то из вас даже кайфует от одиночества, вы начинаете понимать, что не все так плохо без женщины, а кто-то из вас все-таки, так знаете, пытается очень и очень осторожно знакомиться, но все-таки момент недоверия, вот как-то момент таких даже сомнений у вас есть. Итак, что же будет у вас? Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Я вам скажу, что, в общем-то, не длительный период остался у вас до нового знакомства. Так что можете уже готовиться, можете тренировать бобиков, можете наслаждаться спокойствием, потому что скоро у вас будет очень такая драйвовая жизнь. Знаете, у вас отходит вообще на задний этап все ваши вот эти переживания, которые связаны у кого-то там из вас с бывшей. Потому что однозначно среди вас есть те, кто еще не отпустили бывшую, вот переживают, страдают, тоскуют, но когда у вас появится новая снежная королева, да, ну я утрирую, понятно, вы первую свою королевишну забудете, ну просто в мгновение ока. Это будет очень неожиданное знакомство. Это будет женщина, она вам чем-то может даже, кстати, бывшую напомнить. Ну, либо же она
внешне может быть чем-то похожа. Ну, не полностью внешне, да, но это клон уже был бы. Ну, какие-то, может быть, черты лица, цвет волос, там, ну, фигура, ну, все что угодно. Вы сначала немножко так будете очень-очень осторожно, потому что, знаете, особо у кого недавно это все произошло, вот разрыв, ну, как-то вам будет сложно сходиться с человеком, которая вам напоминает бывшую. Итак, какая же это женщина? Ну вот с виду она мне реально похожа на снежную королеву, на красивую такую снежную королеву, неприступную. Таких женщин мужчины могут даже побаиваться. Она знает себе цену, она очень уверенная в себе, она довольно неплохо выглядит. Это однозначно не какая-нибудь там Маруся Глаша из Хацапетовки, нет. Это женщина, которая имеет образование, у нее очень развито мышление, может быть даже аналитический ум. Она может быть даже воздушного знака зодиака. Ну и, конечно же, она брюнетка. Она, скорее всего, будет брюнетка, ребят. Женщина, которая, как я сказала, поначалу вас насторожит, да, но вот это ее такая какая-то холодная таинственность, она будет вас все больше манить. Я не говорю, что вы сразу с ней там будете шуры-муры прыгать в постель. Нет, это не та история. Поначалу вы даже ее будете побаиваться, как я сказала, плюс осторожничать. Ну и, конечно же, момент недоверия у кого-то тоже проиграется. А тем более кто-то из вас однозначно может сказать, либо подумать, да зачем мне одну королеву на вторую менять, да? Но смотрите, ребят, любви все возрасты покорны и сердцу не прикажешь. Кто-то из вас может взять даже вот паузу, да, вот пообщаетесь с ней немножечко, а потом вот под каким-то предлогом, может быть, скажете там, то в командировку вы уехали, либо же там, не дай бог, приболели, либо еще что-то. Ну, то есть вам нужно будет взять тайм-аут, небольшой паузу, чтобы поразмыслить, потому что, ну уж очень-очень сильно вас будет тянуть к ней, а с другой стороны, ну, есть момент какой-то подозрительности, недоверия, да, вот есть осадок такой вот привет из прошлого. Потому что вы уже имели, ну, скажем так, не очень хороший пример, такой опыт, да, с другой своей женщиной. Поэтому вы возьмете небольшой тайм-аут на размышление, что делать, стоит ли с ней углублять, да, сближать отношения, либо же так чисто вот по-дружески, не очень активно общаться. Но я вам скажу, все-таки любовь победит. Вот любовь победит, никуда вы не денетесь, да, вот вы поймете, что она другая. Она не бывшая, да, пусть там чем-то, какими-то чертами она может быть и похожа, но вы поймете, что все-таки она вас привлекает, и чем дальше, тем больше. И вы поймете, ребят, вот чем больше вы будете общаться, что она не такая страшная. Вот она просто внешне такая, как снежная королева. Это я сейчас вам уже так все карты раскрываю. Вот в душе это совершенно другой человек. Она очень светлая, она позитивная. Ну, внешность, ну, бывает, знаете, вот человек, неважно, мужчина или женщина, внешне как будто не подходи, убью, да, вот как череп с костями на электрощитовых нарисован. А в душе это белый пушистый человек. Вот и здесь похожая ситуация. Да, она женщина не без характера, конечно же. Но когда вы будете узнавать ее получше, вы поймете, как сильно вы ошибались, потому что она абсолютно не такая, какой может казаться на первый взгляд. Вы будете с ней куда-то даже ехать. Это может быть либо же просто путешествие, отдых какой-то. У кого-то может проиграться романтическое путешествие. Но то, что вас накроет любовь, это, ребят, однозначно. И неважно. Кстати, чуть не забыла сказать. Неважно вот даже в каком вы сейчас статусе. Если кто из вас, а я знаю по вашим комментариям, что есть такие, кто живут, ну так, знаете, живу как с соседкой просто. У вас будет тоже похожая ситуация, в общем-то, да, ну просто единственное, что вы живете в квартире практически с чужой женщиной. Но у вас на пути тоже будет новое знакомство.
вы под себя тоже можете переворачивать эту информацию, поэтому у вас еще станет дилемма, да, вот вы возьмете тайм-аут на то, чтобы подумать, а что делать дальше, может быть, какие дела решить, да, вот дележка квартиры, развод и так далее, потому что ну, вы реально начнете влюбляться в эту новую женщину. Поэтому вам 100% нужен тайм-аут, чтобы решить даже какие-то вот, ну, такие бумажные юридические моменты. Поэтому, ребятушки, брюнетка вас ждет. Вот такой сегодня у нас был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!